Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я приветствую вас, гости моего канала, и вас, мои дорогие подписчики. Сегодня вы услышите продолжение сказки о двух непоседливых принцах, которые держат в напряжении весь королевский дворец. Усаживайтесь поудобней, а я продолжаю. Сказка «Приключения принцев Вита и Влада». После того, как принц схватил накидку, чтобы прикрыться, он пулей выскочил из конюшни. Принц, как гусыня, малыми перебежками добрался до дверей зала, где были его покои. Они были рядом с покоями короля и королевы. Он осторожно вошел в зал и, прикрываясь плащом, оглядывался по сторонам, чтобы, не дай бог, его никто не увидел. Он хотел быстро улизнуть к себе, и он спасен. Но не тут-то было. В это время из собственных покоев вышли король с королевой. Увидев принца, они поздоровались с ним, и он должен был по этикету сделать реверанс. Принц одной рукой удерживал плащ, а другой взмахнул и сделал глубокий поклон. Но плащ зацепился за застежку на рукаве, и в этот момент вошедшие в зал министры увидели голую задницу принца. Король с королевой потеряли дар речи. Они никак не ожидали такого утреннего приветствия. От увиденного у министров глаза округлились, расширились, и открылся рот. Принц, зажав руками и спереди, и сзади, пулей проскочил между королем и королевой и убежал в свои покои. Наступило время завтрака. Принц поначалу засмущался, но потом взял себя в руки, сделал вид, что ничего не произошло, присоединился ко всем остальным. Когда все сели завтракать, обнаружилось, что принцесса пропала и что ее не было в покоях всю ночь. Король сердито посмотрел на принца и заподозрил его, ведь он знал, в каком виде тот вернулся сегодня утром с прогулки. Одна из служанок принцессы видела, как какой-то бродяга вчера вечером унес принцессу на своих плечах в неизвестном направлении. Сразу после завтрака дворецкий объявил о срочном донесении королю. Его Величество приказал зачитать донесение вслух. В нем говорилось следующее: «Ваше Величество, в королевском лесу появилась шайка разбойников, и сегодня утром она ограбила двух вельмож, что торговцы опасаются за свои товары и боятся ехать через лес». Король издал другой указ. В нем было написано: «Кто прогонит разбойников из леса и спасет принцессу, тому он отдаст ее в жены и полкоролевства в придачу». Глашатые раструбили приказ на все королевство. Принц страдал, ему было скучно без принцессы, и он решил найти ее во что бы то ни стало. Пешком ходить по всему королевству ему как-то не хотелось, а верхом на лошади он пока не мог. Слишком свежи были воспоминания о ночной прогулке под звездами. В конюшне был ослик, любимец маленьких принцев. Он слушался только их обоих.
И вот принц решил взять его и объехать на нем все королевство. Как только не пытался он оседлать осла, ничего не получалось. Осел то стоял как вкопанный, и его невозможно было даже с места сдвинуть, то скидывал принца и брыкался. В этот момент в конюшню зашли Вит с Владом и, наблюдая за этой печальной сценой, смеялись, держась за животы. Когда принц потерял всякую надежду на то, чтобы оседлать осла, он сел на пол и не мог никак отдышаться от усталости. К нему подошли братья и спросили: «Зачем тебе понадобился наш ослик?» – спросил его Влад. А Вит добавил: «Без морковки он никуда не поедет и не сдвинется даже с места». Принц взглянул на них и произнес: «Хочу найти вашу сестру и жениться на ней». Братьям эта идея понравилась. Они подумали: ведь если он увезет их сестру подальше от них, то они будут свободны от ее нравоучений и постоянного обучения хорошим манерам. Они освободятся от ее назойливого характера. И они решили: мы пойдем с тобой. Она ведь и наша сестра тоже, сказали братья, и принц согласился. Прежде чем отправиться в путь на поиски принцессы, Вит и Влад взяли с собой много морковки, воды и несколько буханок хлеба. И вот рано утром Вит, Влад, ослик и принц отправились в путь на поиски принцессы. Вот уже целый день они шли по лесным дорогам. Первым шел принц старший. К его спине была подвязана морковка. Ослик, видя перед собой свое любимое лакомство, шел за принцем, а верхом на нем ехали Вит с Владом. Потому что как только принц усаживался на ослика, тот скидывал его и не хотел идти. У принца старшего был изможденный вид. Он очень устал, так как никогда в своей жизни он не ходил столько. Ведь он всегда путешествовал, сидя в карете. Все втроем были уставшими. Кто-то от езды верхом, а кто-то от ходьбы пешком. Они делали несколько раз привалы, пока у них не закончилась еда. Пройдя еще пару километров, они увидели поселение. Путешественники зашли в деревню и попросили у жителей чего-нибудь поесть. Но просто так им никто не давал еду. И у братьев сразу же появилась идея. Они придумали, как им заработать на еду. Вит оторвал у принца от нижней рубашки кусок ткани. Этот лоскут они разорвали еще на кусочки поменьше, черным углем написали что-то и, свернув в трубочку, обвязали травинками. Взяли у принца старшего его шапку с перьями и положили туда свертки. Снова пришли в деревню и, устроившись на базарной площади, принца сделали своим зазывалой. Он стоял рядом с братьями и объявлял о том, что начинается игра «Королевские забавы». Игра заключалась в том, чтобы из шапки достать счастливый сверток и выиграть королевскую монету. Кому попадется нарисованная корона, тот выиграл монету.
а кому с другим рисунком или пустая, обязан откупиться любой едой, какая найдется у него в доме. Люди согласились поиграть в королевские забавки. Собралось много любопытных зевак и желающих заработать монету, не делая при этом ничего. Вит и Влад объяснили тем, кто не понял правила игры, и она началась. Каждый по очереди подходил и вытаскивал из шапки один сверток, раскрывал. У кого-то была пустая, а у кого-то было написано «Шиш тебе!». И те, и другие бежали домой за откупом, потому что проиграли. Кто-то разочарованный разворачивался и уходил, не выиграв королевскую монету. Через час у этой четверки было еды достаточно, чтобы отправиться дальше. Принц зазывало объявил, что королевские забавки закрываются и что они вынуждены уехать из их деревни. Остальные зеваки тоже разошлись. Вся четверка расположилась на лесной поляне за деревней, чтобы поесть. Жители нанесли им овощей, вареной картошки, хлеба, вареных яиц и 3 кувшина с вином. Один откупился фосфористой краской. Он сказал, что этой краской они на праздники разукрашивают всякие причудливые игрушки и развешивают везде. Овощи они отдали своему любимому ослику. Тот набил себе полный живот. Принц-старший опустошил все кувшины с вином и уснул. Братья наелись до отвала. Все 3 разлеглись на траве и заснули. Они спали так, пока не стемнело. Вит проснулся от какого-то шума и разбудил Влада. Они поднялись и тихонько направились в ту сторону, откуда доносился шум и была какая-то суета. Выглянув из кустов, они увидели карету с лошадьми. К дереву был привязан человек в одном нижнем белье с кляпом во рту. Рядом лежал кучер со связанными руками. Вокруг лежали раскрытые пустые сундуки. Разбойники грабили вельможу. Они забрали все самое ценное и стали собираться. Кто-то залез в карету, кто-то взобрался наверх. Один разбойник сел за кучера, а последний уселся сзади и придерживал награбленное. Кони вздыбились от удара плетью и помчались вглубь леса. Братья вышли из кустов и развязали вельможу, бедолагу. И тот от страху со скоростью ветра убежал в противоположную сторону. Принцы попытались растормошить кучера, но он лежал и не двигался. Вит с Владом вернулись на свою поляну. Принц-старший от выпитого вина спал крепким сном. Братья, подняв его с трудом, уложили спящего принца на спину ослику, дали тому морковку и пошли по следам разбойников. Они ушли совсем недалеко, увидели упавший пустой сундук на земле и поняли, что идут в правильном направлении. Пройдя еще немного, они услышали чьи-то голоса, остановились и прислушались. Это разговаривали 2 разбойника, сидевшие в дозоре. «Ага, значит, где-то поблизости их логово»,
Не сговариваясь, подумали братья и посмотрели друг на друга. Махнули головами в знак согласия. Они притаились и стали слушать. Наш главарь совсем с ума сошел, потерял свою голову от этой ненормальной. Зачем он приволок эту принцессу прямо сюда, в наше логово? Воспитывает нас, как каких-то маленьких вельмож. Не привыкли мы к таким нежностям. Мы разбойники, а не кисельные барышни, сказал один из них. Да, приятель, мне тоже все это не нравится, ответил ему другой разбойник. Братья поняли, что их сестра-принцесса именно здесь. Вид тут же вспомнил про фосфористую краску, и у него в голове уже созрел план. Он шепотом на ушко Владу что-то прошептал, и они приступили к действию. Они намазали морду ослика краской, также они намазали ему ноги и обмазали свои лица. В таком виде направились к кустам, за которыми сидели дозорные. Кусты отодвинулись, и перед разбойниками предстала следующая картина. Чудище на 2 ногах с 3 головами, у которых нет шеи. Эти головы болтаются в воздухе, и чудище идет прямо на них. Они подумали, что это привидение. От страха и ужаса дозорные подскочили и в суматохе не знали, в какую сторону им бежать. Ударились лбами друг от друга и со скоростью ветра побежали далеко в лес. Принц даже не проснулся, так и лежал на спине у ослика. Братья решили дождаться утра, чтобы продолжить поиски. Сняли спящего принца и уложили его на то место, где только что сидели дозорные. Сами прижались к нему с 2 сторон и задремали. Утром, когда расцвело и стало хорошо видно, Вит и Влад поднялись и отправились на поиски логова. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, если вам понравилась сказка и вы улыбнулись, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, и я вас буду ждать в следующем видео. До встречи, мои дорогие!